Пенс сказал, что у Трампа и республиканцев наш день в Конгрессе. Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Аризона и Невада – это 6 ключевых штатов, где президент Дональд Трамп и другие республиканцы оспаривают результаты президентских выборов, утверждая, что фальсификация выборов и нарушения имели место в широком масштабе. У губернаторов этих штатов были сертифицированные избиратели. Но 14 декабря республиканские избиратели в этих 6 штатах и Нью-Мексико отдали альтернативные списки голосов коллегии выборщиков, создав сценарий дуэли выборщиков, которого не было на выборах в США в течение десятилетий. Пенс должен председательствовать на совместном заседании Конгресса 6 января для официального подтверждения голосов выборщиков в штатах для президента Соединенных Штатов. В понедельник он сказал, что у Трампа и республиканцев наш день в Конгрессе. И я хочу заверить вас, что разделяю озабоченность миллионов американцев по поводу нарушений при голосовании. И я обещаю, что вы придете в эту среду. У нас будет день в Конгрессе, и мы услышим возражения. Мы услышим доказательства. Сказал он толпе в Джорджии в преддверии второго тура выборов в Сенат штата во вторник. 2 января глава администрации Пенса Марк Шорт заявил в заявлении, что вице-президент приветствует усилия членов Палаты представителей и Сената по использованию полномочий, которыми они обладают в соответствии с законом, для подачи возражений и представления доказательств в суд. Член Палаты представителей Луи Гомерт заявил 1 января в протоколе суда, что он и 140 республиканцев в Палате представителей планируют высказать возражения. Одновременно сенатор Келли Лёфлер, республиканец, штат Джорджия, сенатор Джош Хоули, республиканец, и группа из 11 сенаторов-республиканцев во главе с сенатором Тедом Крузом, штат Техас, заявили, что будут возражать против подсчета голосов избирателей, сертифицированных губернаторами штатов для Байдена. Если 6 января и Трамп, и Байден получат менее 270 голосов выборщиков, то инициируются условные выборы, на которых делегация каждого штата в Палате представителей США голосует одним блоком, чтобы определить президента, а вице-президент выбирает голосование в Сенате США. К Пенсу были призывы отклонить голоса выборщиков в оспариваемых штатах. 1 января судья отклонил иск, поданный членом Палаты представителей Гомертом и другими республиканцами против Пенса с просьбой предоставить вице-президенту исключительные полномочия и единоличное усмотрение в определении того, какие голоса выборщиков учитывать для данного штата 6 января. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.